in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me. Привет, друзья! Рада всем вам и спасибо, что заглянули на мой канал. Тема сегодняшнего видео про обман в Авакин Life, будь то развод на подарки, заказы в кафе или выманивание вашего игрового аккаунта под разными предлогами. Я пока не решила, как точно назову видео, поэтому для любителей не смотреть, но осуждать говорю на первых минутах. Тема видео соответствует названию. Если в названии стоит вопросительный знак, значит это не утвердительное предложение, и ответ раскрывается в самом видео. Смотрите, думайте, вникайте, потому что иногда лучше подумать, прежде чем высказывать доводы. Да что там иногда, всегда в любой ситуации нужно думать. Фраза «нужно думать» – это вообще ключевая мысль данного видео. Начну с себя. Мне недавно стали приходить сообщения с вопросами, устраиваю ли я сейчас в игре обмен подарками. Разумеется, я ничего подобного не проводила, не провожу, не прошу у вас подарки и даже на них не намекаю. У меня даже нет каких-либо ценных игровых предметов, потому что мне это не интересно. Я не понимаю, за что платить такие суммы. Сапля на болоте. Важно. Золотая. Сапля на болоте. Соответственно, после моего ответа последовал вопрос: а кто тогда это делает, притворяясь тобой? Или тебя взломали? Зайди в игру и проверь. Конечно, меня никто не взламывал. Кто-то создал похожий никнейм. Чтобы вы не попались на такой обман, и существует код дружбы. Он у каждого игрока уникальный, и многие блогеры всегда оставляют свой код в описании под видео, в описании канала, в шапке профиля Instagram, да вообще везде, где угодно оставляют. Просто введите код дружбы в поиск друзей и сразу увидите профиль его обладателя. Но, к сожалению, не все игроки проницательны, и многие действительно верят обманщикам, а кто-то и вовсе хочет искренне помочь незнакомому человеку. Я сейчас покажу несколько историй подписчиков, которые столкнулись с обманом. И если вы думаете, что в Авакин играют дети, то вы очень заблуждаетесь. Любая игра такого толка ориентирована в первую очередь на платежеспособную аудиторию. Подавляющее большинство игроков – это девушки от 13 до 30 лет, и именно их проще всего обмануть, притворившись блогершей, которой капец как нужно снять видео с обменом, а ей, бедняге, никто не помогает. Я пришла в клуб, и мне написала девочка, что она снимает видео о том, что она попрошайка и попросит у меня 2 анимации, а потом она неожиданно подарит мне крылья. Мы начали снимать, я подарила ей 2 анимации и купальник. После этого она спросила, какие крылья я хочу, и я ей ответила. Потом она сказала, что подарила, но мне ничего не пришло. Она сказала, что, наверное, игра лагает, и я должна перезайти. Я перезашла и увидела, что ее нет у меня в друзьях. Но так как она отправляла мне сообщение, то я вновь добавилась к ней в друзья. Я присоединилась к ней, сказала, что крылья мне не пришли, она сказала, что как бы подарила мне их, я сказала, что она как бы меня обманула. Потом она такая: стоп, зайка, я не тому отправила. После я ее заблокировала, и на этом все закончилось. Казалось бы, 2 набора анимаций это не так уж и много в коинах. Рыдать, конечно, никто не будет, но неприятный осадок остается. Вы, наверное, и сами замечали, что на общественных локациях мало игроков с большим уровнем и старше 13 лет, потому что проще играть в своей компании на частной локации, чем слушать сказки про обмены и просьбу подарить какую-нибудь хрень из игрового магазина. Сейчас я покажу больше приколов из Instagram. В директ Instagram происходит самый смак трешака и глупости. Привет, не могла бы помочь снять видео обмена аккаунтами? Меняемся на 10 минут, аккаунты не ворую. Доначу 25к тому, кто дает. Сейчас, задонатит она. Последняя потратит и либо вернет пустой аккаунт, либо вовсе не вернет. Вот еще одна щедрая женщина пишет: привет, давай аккаунтами поменяемся. Только 82 915 коинов не трать. Серьезно? Я никогда не помню до копейки свой баланс. А тут такая скрупулезность. Бегу вперед трусов меняться с тобой аккаунтами. И едем дальше. Продажа аккаунтов. Пишет мне некая Ава-ютубер. Привет, хочешь ак с 8 анимками? Стоит 7500 коинов. Прямо аттракцион щедрости, учитывая, что один набор анимаций стоит в лучшем случае 5000 коинов. Разумеется, я не верю и прошу дать мне данные от ее аккаунта вперед. Она дает неверные данные, а после начинает ныть, что перепутала, и после того, как я ей заплачу 7500 коинов, даст мне верный логин и пароль. Еще история от подписчицы канала. Я продала свой аккаунт, просто мне как-то скучно стало на том аккаунте, и я хочу заработать денег. Итог. Блин, она обманула. А что ты ожидала?
Тебе стало скучно, и ты решила усложнить свою жизнь, отдав аккаунт хрен пойми кому. Не ведитесь на такие разводы, потому что бесплатного сыра не бывает. Если человек искренне хочет вам что-то подарить, то он это и так подарит, не прося ничего взамен. Сейчас немного не про Авакин, но также актуально. Меня тут какой-то пацан разводит, я сейчас вообще в шоке. Он мне тут втирает, чтобы я ему дала 50 рублей, а он мне 300, типа такого. Улавливаете связь? То же самое, как в предыдущем примере, только с реальной валютой. Разумеется, никто вам 300 рублей не перечислит. Этот развод старше интернета. Еще один трэш от Instagram, который отключает маски, чтобы не травмировать психику пользователей, но рекламирует первую древнейшую профессию. Угадайте, для какого аккаунта была эта рекомендация? Конечно, для аккаунта с фоточками из Авакин Life. Связь так очевидна. То есть, если мне надоест играть в Авакин Life, то вот оно, новое хобби, еще и с доходом от 5000 рублей в сутки. Ну или если не хватит монет на новые крылья, пожалуйста, доход, зарабатывай. Спасибо историям в Instagram. Почитайте истории подписчиков канала, как и кто их обманывал в игре, почему они верили и чем это закончилось. Искренне желаю вам не попадаться на обман. Взвешивайте все за и против, и только после этого принимайте решение, стоит ли ввязываться в авантюру с обменом или нафиг оно надо. Делитесь своими историями и мыслями в комментариях. Всех люблю, целую и обнимаю. Пока-пока. Сопля на болоте. Важно. Золотая. Сопля на болоте. home and I'm